Мы все в ожидании первой серии Боевого континента 2. Первоначально она должна была выйти 17 числа, однако, к сожалению, релиз был перенесен на следующую субботу, и 24 июня обещают выпустить сразу 2 серии. Это, конечно, неплохо. Причина в том, что вместо первой серии Боевого континента 2 в эту субботу создатели решили транслировать в Китае полную версию финала первой части, продолжительностью 90 минут. Они объединили 3 серии в один фильм и показали его по телевидению. Это и правда отличное прощание с Боевым континентом. Посмотреть весь финал целиком. А еще лучше посмотреть все аниме с первой серии, вспомнить эти легендарные моменты, сражения Тансана и монстров Шрека, учебу в академии, турниры и много-много других прекрасных событий. Напишите в комментариях, если вы тоже планируете пересмотреть Боевой континент с самого начала. Итак, в следующую субботу мы увидим сразу 2 серии Боевого континента 2 и наконец познакомимся с этим аниме. Интересно, что случилось за эти 10 тысяч лет, как изменился мир, что произошло с Боевым континентом и различными кланами. Мы также ждем появления Тансана. В первой серии должны показать его в Божественном Царстве вместе с Сяову. По сути, книга Боевой континент 2 начинается с пролога, который изображает Божественное Царство и семью Тансана. Как же круто будет увидеть знакомых нам персонажей во второй части Боевого континента. Хотя Тансан будет появляться не так часто, но все же он будет присматривать за своей дочерью Танутун. Некоторые писали в комментариях, что ранее в Боевом континенте Танхао спасал Тансана во время опасности, со словами «Кто посмел навредить моему сыну?». А теперь сам Тансан стал отцом, у него родилась дочь и также будет сын. Он, конечно же, будет защищать их и заботиться. Притом, Танутун покинула Божественное Царство и спустилась на континент. Она точно встретит здесь много опасных людей и столкнется с различными угрозами. Но преодолевать их она будет вместе со своими друзьями, командой монстров Шрека. Что должны показать в прологе? Божественное Царство. В облаках еле виднелся величественный дворец. Тансан и Сяову спокойно разговаривали друг с другом. От них исходило божественное чувство. У Тансана были длинные синие волосы и роскошные одежды. Он слегка нахмурил брови, задумавшись. В это время Сяову нежно взяла его за руку и положила голову ему на плечо. Она была одета в розовое длинное платье и имела длинные заплетенные волосы, которые плавно спадали по ее спине. Тансан с улыбкой сказал: «Хотя ты уже мать, ты все еще такая непослушная». Сяову несколько недовольно надула губы. «Ну и что с того, что я теперь мать? Это значит, что я не могу закатить истерику? Тебя ведь все еще зовут Тансан. Даже если ты теперь силовик Божественного Царства и морской бог, ты все еще мой муж». Когда Сяову услышала, что он заговорил об их дочери, в ее глазах сразу появилась нежность. Она просто слишком прилипчивая. У нас есть время побыть вместе, только когда она спит. Тансан, я видела, что ты до этого был недоволен. Это из-за проблем на Боевом континенте? Тансан кивнул. За эти годы действительно много чего случилось. 1 день в Божественном Царстве равен 1 году в мире смертных. Тансан изначально хотел еще ненадолго остаться на континенте, но был вынужден вернуться в Божественное Царство, чтобы позаботиться о ситуации здесь. Из-за пари между королями и богами, богом добра и зла. Однако он не думал, что клан Тан придет в упадок примерно после 20 лет здесь, что равно 10 тысячам лет на континенте. Бог добра и бог зла слишком коварны. Они безответственно использовали свое пари в качестве предлога, чтобы спуститься в мир смертных. Если бы не это, Тансан мог бы немного расслабиться. Это так, на первый взгляд положение бога-короля выглядит довольно высоким. Но это не то положение, которое пожелал бы взять на себя любой. На Боевом континенте настал беспорядок из-за изменений, которые произошли за последние 10 тысяч лет. Особенно столкновение континентов, которое случилось из-за сдвига земной коры 4000 лет назад. Это не только увеличило размер Боевого континента в 2 раза, но и также вызвало многие изменения. И в это же время начался упадок клана Тан. Сяову сказала Тансану: «Это не твоя вина. В некотором роде это можно объяснить прогрессом за такое огромное время». Тансан ответил: «Ты права, но в конце концов клан Тан был основан мной. Я не хочу, чтобы он был разрушен из-за этого. Но, к сожалению, я не могу вмешиваться в измерение Боевого континента, ведь я силовик Божественного Царства. Но похоже, на континенте скоро появится новый талант, и он будет тесно связан с моим кланом Тан. Я попытаюсь яснее взглянуть на его судьбу, но до сих пор она сильно затуманена. Я надеюсь, что все будет развиваться в хорошем направлении». Как мы понимаем, речь идет о Хуэйхао, главном герое второй части. Глаза Сяову засверкали, и она ответила: «Он точно будет хорошим кандидатом. Если он потом сможет перенять твое божественное положение, не будет ли у нас тогда больше времени, чтобы быть вместе?» Пока они говорили, из облаков неподалеку высунулась маленькая головка. На вид ей было 11 или 12.
а ее моргающие круглые глаза были невероятно красивы. Внешностью она очень походила на Тансана, но ее глаза были больше похожи на глаза Сяову. «Я всегда слышу, как мама и папа говорят о боевом континенте. Кажется, там очень весело. Хе-хе», — сказала она, и ее маленькая фигурка тихо исчезла в облаках. Из этого пролога много становится понятно. Тансан в Божественном Царстве и правда был очень занят. Его положение правоохранителя мира богов требует много времени. Также ясно, что у Сана и Сяову родилась дочь, Танутун. Здесь она еще маленькая, ей около 11-12 лет, но она любила подслушивать разговоры отца о боевом континенте. Тансан и Сяову живут в Божественном Царстве уже 20 лет. Это равно 10 тысячам лет на боевом континенте. Вот почему, когда Танутун спустится в мир людей, ее реальный возраст будет не 10 тысяч лет, она ровесница остальных монстров Шрека. Еще упоминалась какая-то проблема с богом добра и зла. Наверное, чуть позже мы узнаем об этом подробнее. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть Тансана в боевом континенте 2. Подписывайтесь на канал и всем пока.